Открытый класс по мотокроссу во все времена вызывал большой интерес у поклонников, особенно когда в нем участвовали настоящие двухтактные монстры, с которыми не каждый гонщик мог справиться. В сегодняшнем выпуске я собрал для вас топ-8 самых больших и мощных кроссовых одноцилиндровых двухтактных мотоциклов. И начнем мы с самой слабенькой модели Suzuki RM500, увидевшей свет в 1983 году. Мотоцикл имел 492-кубовый двигатель воздушного охлаждения, который выдавал довольно не впечатляющие для класса 43 лошадиные силы на 1 стенде, что почти на 10 лошадиных сил меньше, чем у остальных конкурентов. Однако фишкой RM500 была задняя подвеска Full Floater. Эта удивительная система была лучшей в классе. На седьмом месте Маика 490 Mega 2, который появился в 1981 году и задавал тон всем японским конкурентам. 488-кубовый двухтактный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения выдавал 53 лошадиные силы максимальной мощности, однако мотор был далек от совершенства в плане улучшений. Его можно было оборудовать лепестковым и мощностным клапанами, которые уже применялись у конкурентов. Их отсутствие компания объясняла предсказуемой ездой без каких-либо резких подхватов, которое облегчало управление этим зверем. За питание отвечал большой 40-мм карбюратор Bing. Коробка передач имела 5 ступеней. На шестом месте Yamaha YZ490, которая производилась с 1982 по 1991 год. Ее 487-кубовая одностволка воздушного охлаждения выдавала 56 лошадиных сил максимальной мощности. В конце 80-х YZ490 отставала от времени с точки зрения технологий, что влияло на цену. Мотоцикл был самым дешевым из всех моделей открытого класса, чем и пользовался обычный неизощренный потребитель. Далее у нас идет Honda CR500R, которая появилась в 1984 году и пришла на смену мотоциклу CR480R. Мотоцикл представляет собой самый мощный кроссовый аппарат, выпущенный компанией Honda за всю свою историю. Он оснащался двухтактным двигателем воздушного охлаждения объемом 491 кубический сантиметр, который выдавал 64 лошадиные силы мощности и 77 ньютон-метров крутящего момента. С 1985 года силовая установка получила уже жидкостное охлаждение. На четвертом месте первая кроссовая модель для открытого класса от Kawasaki KX500, появившаяся в 1983 году. Силовая установка воздушного охлаждения объемом 499 кубических сантиметров выдавала сумасшедший по тем временам 65 лошадиных сил максимальной мощности. Однако затем, получив новый двигатель жидкостного охлаждения, мощность снизилась до 63 лошадиных сил. Но в 1986 году инженеры Kawasaki компенсировали это, добавив первыми в классе свой фирменный мощностной клапан, который улучшил производительность. Их мотоцикл сразу принес первую победу в соревнованиях.
тройку лидеров KTM MX500, который появился в 1985 году. Эта модель является лидером по мощности в открытом классе конца 80-х, начала 90-х годов. Мотоцикл оснащается легким двухтактным двигателем с жидкостным охлаждением, который также имел цилиндр с некосиловым покрытием. Силовая установка объемом 498 кубических сантиметров весила всего 25 килограмм и выдавала 65 лошадиных сил максимальной мощности на 6000 оборотов в минуту и 80 ньютон-метров крутящего момента на 2000. Двигатель был взрывным с низов и до середины, прежде чем начинал слегка сужаться на максимальных оборотах. KTM 500 MX считался не только самым мощным в классе, но и самым быстрым. Ну вот, теперь мы перешли к настоящим гигантам. Второе место занимает Maika 700, который также известен как ATK 700, так как семейные проблемы привели к распаду Maika в середине 80-х и все права перешли к голландской компании. Его двухтактный 684-кубовый двигатель выдавал сумасшедшие 82 лошадиные силы. При этом сухой вес мотоцикла составлял 101 килограмм. После появления Maika 700 многие боялись не то чтобы ездить на нем, а даже просто завести. Ну и лидер сегодняшнего топа не мотоцикл, а немецкий двухтактный мотокроссовый двигатель Zebel, который не стоит ни на одном серийном мотоцикле. Его в основном ставят на гоночные кроссовые байки с коляской для участия в соревнованиях. Также этот мотор часто используют в таком подразделении спорта, как Hill Climb. Это соревнование, где райдеру нужно заехать как можно выше в крутую гору. Последняя его версия ZM30 имеет объем 700 кубических сантиметров и выдает рекордные 89 лошадиных сил максимальной мощности. В этом моторе устанавливаются две свечи, потому что одной не совсем хватает для такого количества смеси. За питание под стать мотоциклу отвечает и большой 44 мм карбюратор либо Bing, либо Keihin.